Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Внезапное похолодание застало врасплох и задело лично меня сильной простудой, что, вероятно, вы услышите на записи. Но спасибо вам за понимание. Агентство по чрезвычайным ситуациям округа Таскалуса сообщило о наводнении на нескольких дорогах в городе Таскалуса, в том числе в районах вокруг кампуса Университета Алабамы и трейлерного парка Уиллоубрук в Нортпорте. Наводнение также создало тяжелые условия для автомобилистов в Хансвилле. В Таскалузе примерно за 6 часов полиция получила более 100 звонков о помощи из-за наводнения. Залитые дороги заставили автомобилистов по всему городу оказаться на мели. Несколько человек, которые позвонили в службу экстренной помощи, выбрались из окон своих заглохших автомобилей, чтобы спастись, когда поднялся паводок, сообщает полиция. Один человек пропал без вести после того, как автомобиль был сбит в канализацию. На это отреагировала команда быстрого спасения на воде пожарно-спасательной службы Таскалусы и обыскала местность. Автомобиль был извлечен из-под туннеля, но оказался пустым. Поисково-спасательные операции продолжались несколько часов, и тело мужчины нашли. Ученые выпустили красные предупреждения о том, что происходит сильное извержение вулкана на Аляске. Вулканологи заявили, что сейчас происходит крупное извержение вулкана с опасной активностью как на Земле, так и в воздухе. Сейсмические наблюдения показывают усиление эруптивной активности на месте вулкана. Ученые повысили цветовой код авиации и уровень предупреждения о вулканах до красного цвета. Вулкан называется Семисопочный. Он расположен на острове Уняк, который входит в группу крысиных островов на западе Алеутских островов Аляски. Наблюдения за вулканом Семисопочный показывают увеличение количества пепловых шлейфов, поднимающихся до высоты 4,6 км в атмосферу. Выбросы пепла из вулкана увеличились по частоте и интенсивности, и их можно увидеть на спутниковых снимках. Облако пепла, унесенное сильным ветром, простиралось примерно на 96,5 км к юго-востоку от вулкана. Обсерватория вулкана Аляски сообщила 20 сентября 2021 года, что взрывы наблюдались в течение дня, и по спутниковым данным наблюдались повышение выбросов диоксида серы. Эти наблюдения свидетельствуют об увеличении активности извержения, а авиационный цветовой код и уровень предупреждения о вулканах повышаются до красного цвета. Вулкан находится на огненном кольце, окружающем Тихий океан. Мы напомним, что огненное кольцо – это тропа вдоль Тихого океана, характеризующаяся действующими вулканами и частыми землетрясениями. 63 африканских пингвина из птичьей колонии в Саймонстауне стали жертвами большого пчелиного роя, напавшего на птиц в конце прошлой недели. Происшествие было зафиксировано недалеко от Кейптауна. Согласно информации пресс-службы национальных парков Южной Африки, этот вид находится под угрозой исчезновения, и потеря такого большого количества птиц нанесла удар по колонии. Эксперты расследуют точные причины гибели пингвинов. Многие из них были искусаны пчелами, а на месте инцидента было обнаружено много мертвых пчел. Специалисты подчеркнули, что нападение пчел на птиц – это очень редкое явление, которое можно описать как случайность. Африканские пингвины обитают на каменистых пляжах Южной Африки и Намибии. Это мелкий вид пингвинов, известный своим пестрым окрасом и громким голосом. Численность видов в наши дни резко сокращается. С миллиона с лишним в начале 20 века количество птиц уменьшилось до 550 тысяч, и в 2010 году они были объявлены находящимся под угрозой исчезновения. Активная вулканическая деятельность возле горы Фаградальсфьял в Исландии вызвана самым продолжительным извержением в стране более чем за 50 лет. Первый поток лавы выплеснулся из трещины 19 марта 2021 года. С того времени огненную гору
посетили не менее 300 тысяч человек. О начале извержения мы сообщали в более старых выпусках. Извержение происходит на полуострове Рейкьянес к юго-западу от Рейкьявика. Сила потока расплавленных пород варьировалась от медленной струйки до фонтанов лавы с выбросами камней. Лавовое поле, возникшее в результате вулканической деятельности, назвали Фаградальсраун, что означает «красивая долина лавы». За полгода из недр вулкана извергнуто около 143 миллионов кубических метров материала. Обычная деятельность вулканов в Исландии является активной только в начале. Они изливают лаву, а позже ее поток уменьшается до полного прекращения. Лава вновь появилась в Фаградальсрауне в начале сентября, вырываясь из кратера раскаленными потоками в сопровождении густого шлейфа дыма. Магма также накопилась в туннелях под затвердевшей поверхностью, образуя карманы, которые прорывались, выплескивая лаву. Согласно информации Института наук о Земле, в первый месяц извержения открылись 10 трещин, образовав 7 кратеров, и сейчас видны лишь 2 из них. Один кратер все еще активен, его размер достигает 334 метра. Прогнозируется, что в ближайшее время вулкан не утихнет. До этого момента самое продолжительное извержение в Исландии было зарегистрировано более 50 лет назад. Оно произошло на острове Сурцей недалеко от южного побережья и длилось почти 4 года. С ноября 1963 года по июнь 1967. 19 сентября 2021 года в провинции Модена в Италии пронеслось 7 торнадо. Один из самых разрушительных торнадо обрушился на деревню Фасоли-ди-Карпи в Модене, нанеся серьезный ущерб аэропорту Карпи, которым пользуются туристические рейсы. Из-за торнадо было уничтожено несколько реактивных самолетов, сильным ветром снесло крыши складов и домов. Торнадо смог развить скорость около 300 км в час и нанес большой ущерб инфраструктуре, а также затронул большое количество сельскохозяйственных земель, которые были сильно повреждены. Фермерам приходится подсчитывать убытки. О травмах или смертельных исходах пока неизвестно. А есть ли среди нас зрители из Италии? И известно ли вам что-либо об этом? Напишите об этом в комментарии. 18 сентября 2021 года на Мексику обрушилось очередное водяное стихийное бедствие. Наводнение, произошедшее из-за непрекращающихся дождей, было вызвано выходом из берегов реки Сан-Хуан, которая впоследствии затопила город Сан-Хуан-дель-Рио. Некоторые дома и автомобили были затоплены, а инфраструктуре города был нанесен значительный материальный ущерб. Помещения школы были затоплены. Жителей некоторых районов города пришлось эвакуировать во временные убежища. По данным Национальной водной комиссии, в пятницу вечером в реку Сан-Хуан поступало 124 кубических метра воды в секунду. Вот таким был наш сегодняшний выпуск. Делитесь своими мыслями в комментариях. Благодарим вас за просмотр. Оцените это видео и бейте в колокол, чтобы не пропускать будущие выпуски. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучен при содействии канала Altermore Score специально для канала Climate Change.